Именно здесь, в Чикаго, Барак Обама, бывший президент Америки, преподавал конституционное право. Сейчас в университете учатся около 16 тысяч человек, и из них 6 тысяч – это бакалавры. Для студентов университет Чикаго предлагает около 400 различных клубов и сообществ. Здесь вообще одна из самых высоких концентраций нобелевских лауреатов во всем мире. Приемные комиссии смотрят не только на экзамены, как вы закончили школу, но также смотрят и то, что дополнительно. Если вы приедете в Чикаго, неважно просто погулять или на учебу, то я вам рекомендую, конечно, посетить Чикагский университет, потому что он сам как музей. И ему уже больше 120 лет. Новости вам от Мэри Поппинс. Многие привыкли ассоциировать Лигу Плюща с Плющом. И несмотря на то, что вот в университете Чикаго здесь куча зданий покрыта плющом, сам университет не входит в Лигу Плюща. А Лига Плюща, как вы знаете, да, это группа университетов, которые считаются одними из самых престижных в Америке и в мире. Но тем не менее, несмотря на то, что университет Чикаго не входит в эту группу, он не менее селективный, чем многие из них. То есть попасть сюда сложнее, чем целый ряд вузов Лиги Плюща. Да, и, кстати, если вы намерены поступать в один из лучших вузов Америки, да или Англии, скажем так, то вы должны понимать, что приемные комиссии смотрят не только на экзамены, как вы закончили школу, но также смотрят и то, что дополнительно спорт, скажем, то, чем вы занимались, или ваше там участие в каких-то общественных движениях, там, различные, возможно, выигрыши наград каких-то. Ну, в общем, куча дополнительных всяких вещей, то, что вы делали помимо вашей школы. Чикагский университет очень престижный вуз, и во многих рейтингах он занимает позиции в топ-10 как Америки, так и всего мира. Спрашивают о том, могу ли я поступить в там, топовый вуз Америки, там, как поступить в Гарвард или как поступить в Кембридж, Оксфорд, вот, допустим, Чикагский университет и ряд других суперпрестижных университетов мира, да, я сразу же всегда отвечаю на этот момент, что, ребята, если вы меня спрашиваете о том, как поступить в данные вузы, то значит, вы, скорее всего, туда не поступите. Потому что, как правило, те, кто хотят поступить, они уже давным-давно знают, что делать, как делать для того, чтобы зачислиться сюда. И, конечно же, если вы рассматриваете топовые учебные заведения, то это просто супер настоятельная рекомендация – это заканчивать школу в Америке или в Англии, потому что вас будут конкретно готовить, и должен быть, естественно, соответствующий уровень знаний, соответствующий уровень языка. На это надо рассчитывать. По селективности Чикагского университета, на 100 заявок принимают 9 человек.
престижности и сложности поступления в университет Чикаго. Какие топ-10 вузов мира по сложности поступления? Гарвард, Стэнфорд, Калифорнийский технологический университет, MIT, Оксфорд, Кембридж, естественно, и университет Чикаго, один из них. И, кстати, линки в описании к данному видео ставлю. Если вам интересны другие топовые вузы, то у меня уже есть обзоры на Гарвард, у меня есть обзор на MIT, у меня есть обзор на Ельский университет и на Оксфордский университет. Здесь в свое время либо училось, либо преподавало 98 нобелевских лауреатов. И это делает это место, пожалуй, одним из самых популярных. Если вам интересно узнать больше про программы в университете Чикаго, то переходите по ссылке ниже в описании к видео, потому что их здесь огромное множество, и перечислять их просто нет смысла. Также подписывайтесь на второй мой YouTube канал о путешествиях, где я рассказываю о городах, где побывал, о странах. Ну и как бы вы можете для себя сравнить, посмотреть, там, что вам больше нравится, что не нравится, понять местность, территорию, какие-то лайфхаки для себя присмотреть, скажем так. Обязательно подписывайтесь, обязательно пишите, что вам интересно знать, о каких вузах вам интересно знать, о каких городах, странах, возможно, куда вы планируете ехать. Нравится, не нравится, все пишите. Пишите в комментариях, буду стараться на все отвечать. Да, и обязательно подписывайтесь на Инстаграм, потому что там в режиме лайв я публикую информацию о своих поездках. На моем канале Егор Еремеев я скоро опубликую выпуск про сам Чикаго. знаю, как вам, а мне университет Чикаго напоминает Ельский университет. Если не смотрели мой выпуск про Ель, то посмотрите обязательно. Я линк для вас поставлю в описании к данному видео. Ну, про Ельский университет, я думаю, что говорить не надо. Это тоже топ Америки и мира.